Приветствую! Это канал Lilium Energy и я Ильнур Давлетов. В этом ролике будет показана сборка аркадного авиаигрового автомата на основе игры Max Storm. Игра Max Storm взята с одноименного аркадного игрового автомата Max Storm от компании Bandai Namco Games. Суть игры заключается в том, чтобы, будучи пилотом современного истребителя F-22, сбивать другие самолеты, которые, на мой взгляд, прилетели для денацификации Вашингтона, Дубая, Токио, Парижа и Майами. Изначально игровой автомат оснащен экраном в виде купола, на котором при помощи проектора отображается видео с игры, и это является главной привлекающей особенностью игрового автомата. Для начала нам нужно будет скачать программу TechnoPair. Ссылка на скачивание будет в описании. Программа TechnoPair является одним из самых простых и популярных эмуляторов, которые подходят для большинства аркадных игр. Без эмулятора аркадные игры, предназначенные для игровых автоматов, запустить крайне маловероятно. Разархивируем скачанные файлы и запускаем программу TechnoPair. После запуска программа попросит обновить и установить файлы. Нажимаем «Обновить» Update. В программе через иконку в верхнем левом углу заходим во вкладку «Добавить игру» Add Game. Игры расположены в алфавитном порядке. Находим Match Storm и добавляем его. Как вы видите, этот эмулятор поддерживает очень много игр. Далее, по сути, самое сложное – это найти сломанную игру в аркадных свалках и разного рода не самых благонадежных сайтах. Одним из таких сайтов является Arcade Punks, и там есть некоторые игры. Раньше был классный сайт Emulin, но до него добрались и его закрыли, к сожалению. В описаниях я размещу ссылку, где выложена игра Match Storm, и некоторое время она будет доступна, пока не прилетит жалоба от правообладателя. После того, как скачали игру, заходим в TechnoPair и синхронизируем игру. А для этого выбираем игру Max Storm и в правом нижнем углу нажимаем Game Settings. Далее указываем путь к игре. Обратите внимание на выставленные галочки и выставите так же, как показано в видео. Также можете зайти в контроллер Setup и назначить клавиши для тестовой игры. Для запуска игры нажимаем на кнопку Launch Game. Для сборки игрового автомата нам понадобится ПК, ну или системный блок. Тут вы выбираете в зависимости от ваших возможностей. Единственный критерий – системный должен тянуть не сильно нагруженные видеоигры. Я же купил блок на 775-м древнем сокете с процессором Xeon за 2800 рублей и видеокарту GTX 650 Ti за 2500 рублей. Но чем сильнее компьютер, тем лучше, но без фанатизма. В этой игре сверхмощности не нужны. Также нам понадобится монитор. На мой взгляд, лучшим решением будут мониторы 23 и 24 дюйма. Я опять же сэкономил и купил монитор за 1500, но с небольшим дефектом в виде полоски, которую особенно не видно. Какой же аркадный автомат без магнитоприемника? Хотя сейчас и преобладает безналичный расчет, но мы все же останемся верны традициям и поставим магнитоприемник. Я рекомендую вам ставить китайский программируемый магнитоприемник. Он достаточно точный и стабильный. Так как у нас авиасимулятор, нам нужен еще и авиаджойстик. И обязательно с ручкой тяги. Джойстик любой компании подойдет.
я выбрал модель Top Gun Afterburner. Для того, чтобы соединить монетоприемник и компьютер, нужна будет Arduino, оптопара и резистор. Динамики для звука. Я купил самые дешевые USB динамики. Материалом для корпуса я выбрал белый LDSP размерами 2600 на 16 мм и, исходя из этих размеров, сделал чертежи корпуса. Крепежные элементы, фурнитура, замки. Также нам понадобится оргстекло. Можно использовать и обычное стекло, но на мой взгляд безопаснее будет все же полимерные изделия. Из мелочей нам понадобится светодиодная лента, кулер для продувки корпуса и наклейки. Нам еще нужен будет 3D принтер для распечатки заглушек, решеток, динамика и так далее. Итак, начнем сборку. Я спроектировал корпус игрового автомата таким образом, чтобы минимизировать ненужные отходы, и листы используются практически на 90%.
中にある赤と青き線、それらが結ばれるのは真の像。風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる。時は枕木、風は賑やだ、星は複数な、人は影を。何が泣いてるのと聞かれ答える。涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかないこの身一つじゃ足りない叫び。君の手に触れた時にだけ震えた心があったよ。指をいくつ超えれば僕らはたどり着けるのかな。愚かさでいい、醜さでいい、正しさもその先で君と手を取りたい。思い出せない大切な記憶、言葉にならないここにある想い。もしかしたら、もしかしたらそれだけでこの心はできてる。もしかしたら、もしかしたら君に気づいたいと今もその胸を打ち鳴らす。正しさもその先で君と手を取りたい。Теперь нам нужно будет разобрать джойстик и заменить одну из кнопок джойстика автопарой. Это нужно для того, чтобы эмулировать нажатие кнопки, но только программно при помощи Arduino. На эту кнопку мы в дальнейшем запрограммируем поступление монет. Если у вас есть Arduino с аппаратом USB, то эту стадию вы можете пропустить и соединить Arduino и компьютер напрямую. Так как в игре Max Storm нет необходимости кнопок на рычаге тяги, я выбрал одну из кнопок на тяге.
Для этого при помощи прозвонки мультиметра я нашел провода, которые ведут кнопки, и заизолировал их от джойстика. После припаял свои провода, на которые в дальнейшем будут припаяна оптопара. Прикосновение мое бедное сердце заставило трепетать. Сколько же пришлось переосмыслить, чтобы мы наконец-то цель смогли отыскать. Хоть глупо прозвучит, нелепо прозвучит, за грань того, что правильным зовут. Хочу тебя я отвести. Нечто важное сейчас вспомнить я никак не могу. И едва ли хватит фраз, чтобы высказать чувства вслух. Ну а вдруг вышло так, ну а вдруг вышло так, что сумела я понять души твоей тайную суть. Ну а вдруг вышло так, ну а вдруг вышло так, что сумел услышать ты в груди моей сердца громкий стук. К тебе он взывал. Чем на вопрос, зачем я слезы лью, ответить сумею каплями новых слез. Смысл этой встречи, что меж пальцев ускользает все время. Жизни поток унес наружу, рвется крик. Для того, чтобы закрепить джойстик на аркадном игровом автомате, я ничего лучше не придумал, как выкрутить винты, которые крепят металлические грузики, просверлить посадочное место насквозь и нарезать резьбу саморезом. В этом джойстике предусмотрены еще посадочные места, которые не используются. Я их тоже просверлил насквозь и буду использовать для крепления на столе. Правильным зовут, с тобой уйдя хочу я жить. Важный момент. Нужно учесть длину саморезов, для того, чтобы они не были слишком длинными, что может привести к повреждениям джойстика, и не слишком короткими, для того, чтобы обеспечить нормальные соединения. В моем случае оптимальным размером была бы длина самореза в 25 мм, но у меня 30-мм саморезы, и в целом они сойдут. Теперь нам нужно снять шаблоны с разметкой под посадочные отверстия. Для этого я использую малярный скотч. Приклеиваем малярный скотч к основанию джойстика и ручкой или карандашом размечаем отверстие. Как вы видите, немного не рассчитал.
Так как я буду приклеивать шаблон сверху стола, то для правильной разметки мне нужно его перевернуть и размещать на столе клеющей поверхностью на себя. Будьте внимательны, иначе вы можете разметить и просверлить отверстие в зеркальном отражении. Так как мы выбрали программируемый монетоприемник, нам нужно будет его запрограммировать. Для того, чтобы не растягивать хронометраж, я добавлю ссылки с инструкциями по настройке монетоприемника. Если все же у вас будут вопросы по настройке монетника, вы можете написать в комментариях, и я отдельно сниму гайд по настройке монетника. После того, как вы запрограммировали монетоприемник, нужно будет спаять все элементы по следующей схеме. Если у вас нет штекера питания Arduino, то можно припаять провода к этим пинам. И схема будет выглядеть так, либо не заморачиваться и использовать USB провод, которым программировали Arduino. Обратите внимание на схему подключения оптопары. Ключ на оптопаре выглядит в виде кружочка. Если вы все же будете использовать другую оптопару, то обязательно нужно будет посмотреть даташит или документацию на этот элемент, а именно параметры прямого напряжения и ток. И основываясь на этих данных, рассчитать при помощи калькулятора для светодиодов сопротивление резистора. Напомню, напряжение сигнального вывода Arduino 5 вольт. За основу своего кода я взял код со статьи «Подключение купюроприемника кэш-код к Arduino». И с братом по имени ChatGPT мы вместе написали вот такой скетч. Безусловно, этот код не претендует на так называемый чистый код, и бывалые ардуинчики за такой код закидают помидорами. В свое оправдание я могу сказать, что я не программист и вообще работаю токарем на маленьком мирном заводе. Самое главное, код работает. И я выражаю благодарность создателям помощника по имени ChatGPT. Для корректной работы системы на монетоприемнике нужно выбрать режим быстрой скорости обработки Fast. Теперь о том, как настроить кнопки и управление в игре. Заходим в контроллер Setup. В строке Тест выбираем F1. В строке Service Coin забрасываем 10 рублей в монетоприемник. В строке Дроссель нажимаем на газ. В строке торможения дросселя тянем рычаг на себя. Джойстик влево. Джойстик вправо. Джойстик вверх, тянем джойстик на себя. Джойстик вниз. Тянем джойстик от себя. Меню Up. Нажимаем кнопку вверх. Меню Down. Нажимаем кнопку вниз. Enter Switch. Нажимаем Enter. Machine Gun. Пулемет. Нажимаем курок на джойстике. В строке Missile. Ракеты. Нажимаем верхнюю кнопку на джойстике. Далее сохраняем настройки и запускаем игру. После запуска игры нажимаем кнопку F1 и заходим в меню настроек уже самой игры Max Store. Далее на клавиатуре, нажимая кнопки вверх-вниз, выбираем меню Coin Options или по-другому опции стоимости игры. Нажимаем Enter. Game Cost – это стоимость запуска игры.
1 кредит – это 10 рублей. Нажимая вверх-вниз, вы можете менять стоимость запуска игры. В моем случае это 2 кредита, а значит 20 рублей. Retry Cost – это продолжение игры на случай, если игрока подбили. И Extra Cost – это дополнительная игра, если пользователь победил всех. В пункте Game Options вы можете настроить сложность игры. Остальные пункты не столь важны, и при желании вы сами сможете поизучать. Для выхода из меню настроек нажимаем кнопку F1 и перезапускаем игру для проверки на работоспособность нашей сборки. Если после сборки схемы игра не засчитывает кредиты, после того как вы закинули 10 и более рублей в монетоприемник, то попробуйте поменять местами провода, ведущие от автопара к джойстику. Storm 1, select a mission. В случае, если все успешно работает и вы дошли до этого этапа постройки нашего проекта, я могу вас поздравить, самое сложное уже позади, и до окончания сборки аркадного игрового автомата остается постараться совсем немного. This is AWACS Heavy Cloud. Roger that. Holy smoke! We brought every boat in the fleet! Enemy fleet is inbound for Washington, D.C. First, reclaim air superiority. Далее распечатываем на 3D принтере декоративные накладки для динамиков и решетку для кулера. Просверливаем отверстие для выхода звука и устанавливаем изнутри USB динамики. Я их приклеил скотчем. И завершающим этапом будет окончательная сборка и приклеивание наклеек.
Минимальная стоимость сборки проекта аркадный игровой автомат Max Storm на лето 2024 года начинается от 27 тысяч рублей. Ну а теперь время поиграть. Важный момент. Дело в том, что игра Max Storm является интеллектуальной собственностью компании Bandai Namco Games. Коммерческое использование цифрового продукта, а именно игры Max Storm, без разрешения правообладателя является нарушением закона. Я должен вас уведомить об этом. А что делать с этой информацией, решать вам. Такую же аналогичную механику имеет игра Star Wars Battle Pod, но есть несколько моментов. Первый — в помойке Arcade Punks, откуда можно скачать файл с игрой Star Wars Battle Pod. Файл заражен вирусом, так что этот файл не стоит скачивать на основной комп, где есть доступ к вашим аккаунтам и паролям и так далее. Второй момент. Мне не удалось отобразить игру на плоский экран и подключить кнопки монетоприемника. Ну а так в целом, если обезвредить файл антивирусником, игра довольно интересная. Хочу напомнить, свои вопросы касательно этого проекта вы можете оставить здесь в комментариях. А следовательно, в комментариях вы можете найти ответы на распространенные вопросы. И было бы неплохо нам с вами в комментариях сделать маленький форум, где зрители ролика могут подсказывать решения другим участникам и предлагать более совершенные решения. Когда мы, светлые технари, делимся знаниями друг с другом, мы обогащаемся все вместе. И мне кажется, в столь темные времена поддержка друг друга делает нас чуть лучше и добрее. Хочу напомнить вам, дорогие друзья, канал Lilium Energy преследует несколько целей. Первая и основная цель – это моя возможность делиться своими знаниями и тем самым, на мой взгляд, сделать мир лучше и немного внести свой вклад в развитие человечества. Потому я стараюсь использовать по максимуму свои возможности и делать максимально качественный контент. И это мое наследие, то, что останется после меня. А вторая цель – создание пассивного дохода. И если вам нравится мое творчество, вы можете поддержать меня донатом.
а я в свою очередь поделюсь с вами дополнением этого проекта и руководством по созданию на базе нынешнего проекта игрового аркадного автомата Pokken Tournament. Для этого вам нужно перейти по ссылке в описании на Boosty, и там вы найдете платное продолжение этого ролика. На мой взгляд, это классный симбиоз, где вы помогаете мне, а я в свою очередь создаю крутые проекты и делюсь ими с вами. И все от этого в выигрыше. И самое главное, я желаю тебе успехов, дорогой друг. Услыхав судьбы призыв, не трусь, пока бежит. Пусть трепещет стадион, играет чемпион. Пусть смелее пробил час, нет, ну пусть боится нас. Ведь победный светит знак, друг другу врагу враг. Покемон, мы сможем все, ты и я. Весь мир спасения ждет. Покемон, приятель мой, мы вступаем в ратный бой. Покемон, ведь это мир вас кружит нас по горам. Будь со мной и с дружбою.